Меры будут зеркальными, но не только. Вот буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов господин Хансман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов, и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. В отношении остальных стран тоже зеркально все, в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. И вот, собственно говоря, пока это все. Но хочу сразу сказать, что мы параллельно хотим не просто реагировать на абсолютно неприемлемые действия, которые в наш адрес предпринимаются под жесточайшим давлением Соединенных Штатов и Великобритании, под предлогом так называемого дела Скрипалей. Кстати, упомянул в скобках с удовлетворением, что нам сегодня сообщили британские власти, наконец, о состоянии здоровья, по крайней мере, Юлии Скрипаль. Она, как они написали, быстро идет на поправку. И мы опять потребовали, чтобы нам обеспечили доступ к Юлии как к российской гражданке. Надеюсь, британская сторона сможет выполнить свои обязательства по консульской конвенции и по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Так вот, мы не будем просто реагировать, так сказать, реактивно на то, что делает в отношении нас англосаксонское звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу. Мы хотим установить истину. Мы много раз говорили с самого начала этого кризиса, когда Тереза Мэй голословно обвинила нас 12 марта, по-моему, в том, что именно мы, именно Россия причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, и потребовала ультимативно ответить на такой вопрос, который, по-моему, ответу не подлежал. Она сказала: скажите нам за 24 часа, либо российское руководство отдало приказ отравить Скрипалей, либо российское руководство утратило контроль над своим химическим арсеналом. Понятно, что реагировать на такие вещи невозможно, даже если бы мы старались очень найти какие-то ответы. Мы взамен предложили воспользоваться международно-правовыми нормами, Конвенцией по запрещению химического оружия, которая содержит специальную статью. Согласно этой статье, если у кого-то из участников конвенции возникают вопросы к другому участнику конвенции, то они приглашаются, им рекомендуется вступить в контакт, провести двусторонний обмен мнениями, обмен информацией, провести консультации. Британская сторона высокомерно от этого отказалась и взамен выкопала в Конвенции о запрещении химического оружия какой-то технический пункт о том, что член конвенции может обратиться за технической помощью к секретариату Организации по запрещению химического оружия. Вот сейчас на основании этого пункта эксперты Организации по запрещению химического оружия приехали в Великобританию по ее приглашению для того, чтобы составить свое мнение и провести анализ вещества, которым, как утверждают британцы, были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Хочу сразу сказать, что эта статья позволяет техническому секретариату ОСХО только установить химический состав вещества, который будет предъявлен для анализа. Никаких возможностей подкрепить, верифицировать выводы, к которым британцы якобы пришли, у технического секретариата нет, он не наделен такими правами. Кстати, само расследование до сих пор не закончено. Как вы знаете, Скотланд-Ярд говорит, что еще потребуются месяцы. А вердикт уже вынесен. И это прискорбно, потому что такого глумления над международным правом мы очень давно не видели. Так вот, для того, чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать во вторник
это будет 2 апреля, по-моему, да, внеочередную сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде. Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее – это затеянная, грубейшая провокация.